В прошлом видео я рассказал вам о своей позиции вокруг той истерии, которая прямо сейчас происходит в социальных сетях и в целом в информационном поле Армении. В основном данная истерия поддерживается и форсируется внешними силами, чтобы дезориентировать армянский народ, демотивировать его и сделать так, чтобы у людей не было никакого желания жить в Армении, работать в Армении и связывать свое будущее с Арменией. Конечно, внешние силы никогда бы не имели возможности так ощутимо влиять на настроение людей, если бы мы сами себя не вогнали в состояние беспомощности, проводимой в последние 22 года геополитикой, внутренней политикой, деградацией образования, армии, да и самого мышления людей. К сожалению, сейчас мы имеем то, что имеем. Государство — это такая штука, когда ты 20 лет живешь, что-то делаешь всем обществом, а потом пожинаешь плоды. Если общество вместо того, чтобы вкладывать ресурсы в образование и науку, вкладывается в дворцы и майбахи, чтобы удивить друг друга дешевыми понтами и самоутвердиться, то образование будет на том низком уровне, который мы имеем. Если общество согласно жить в коррупционном, авторитарном режиме, который разрушает все основы государственности, сосредотачивая все ресурсы страны у шайки бандитов, то и нечего потом спрашивать, почему такие результаты. Если общество вкладывается в то, чтобы разводить слухи, теории заговоров и апатию, то будет политическая дезориентированность и неграмотность, которая приведет к тому, что в парламенте окажутся все ответственные за текущую ситуацию силы. Если общество равнодушно к армии и люди либо ищут любой способ откосить, либо если уж попали в армию, просто считают дни до дембеля, тогда не будет никакой армии. Если у офицеров по контракту кредиты, фермы и зарплаты не хватает, чтобы содержать семью, то офицер на войне оставит своих людей ради своей семьи, а те, кто не пошел воевать, осуждать его не имеют никакого права. И так по любому пункту, понимаете? Я могу долго перечислять любую сферу нашей с вами жизни. Если отличник, выпускаясь из медицинского университета, не может устроиться на работу, потому что у троечника есть родственник в больнице, который заполнит им свободное место, то у нас будет не медицина, а та безграмотность, которая сейчас среди так называемых докторов доминирует. И, конечно, можно долго говорить о том, что происходило в последние 20 лет, какие были допущены ошибки, но, как мне кажется, нужно перестать это делать и начать смотреть в будущее, для того, чтобы еще через 20 лет не оказаться перед еще большей катастрофой, уже связанной с полной потерей армянского государства. И обратите внимание, я не употребил ни разу слово политики, потому что в отличие от большинства, я связываю все наши проблемы именно с обществом, с людьми, которые скинули с себя ответственность, стали в своих же умах слишком маленькими для того, чтобы на что-то влиять. Переложение ответственности — это пассивная позиция, которую я не разделяю. Неделю назад я был в Арцахе, что-то я там не видел всех тех комментаторов, которые плачут о потере Арцаха. Арцахских армян оставили наедине с самими собой, с их проблемами, которые колоссальны. И давай все вместе обвинять государство, что оно там не сделало всех миллионерами, или хотя бы не решило проблемы с водой и так далее. Государство — это не какие-то там политики за далекими кабинетами. Государство — это я, это ты, кто вот сейчас смотрит это видео. Если вы целый день заняты обвинениями, а в реальной жизни от вас никакого толка, только отмазки типа «я законопослушный гражданин, плачу налоги, пусть они все сделают идеально», значит, вы не хотите армянского государства. Потому что суверенное, сильное государство нужно заработать. Все вместе, трудясь, а не жалуясь, отдавая больше, чем требуется, отдавая всего себя. Тем более в условиях такого молодого государства, когда вокруг столько стервятников, сопротивляющихся становлению Армении, как внутри страны, так и за ее пределами. И многие говорят: я не знаю, каким образом я могу быть полезен. И я вам скажу, очень плохо, ребят, что не знаете. Если вы переживаете за будущее Армении, но до сих пор не определились, где себя применить в общественных инициативах, значит, грош цена вашим переживаниям. Держите их при себе и не разводите лишнюю панику, истерику, бучу в социальных сетях. А теперь для тех, кто считает все-таки важным не опускать руки и бороться за то, чтобы через 20 лет у нас было государство, чтобы наши дети могли получать здесь лучшее образование, а наши родители могли бы лечиться в лучших клиниках, а наши воины могли бы защищать наши границы с применением суперсовременных роботов и технологий, я предлагаю начать такую рубрику на канале, где я буду рассказывать вам о проектах, которые имеют важное, на наш взгляд, значение с точки зрения развития, образования, суверенитета, милитаризации, консолидации общества и так далее. В этом выпуске я выделю первые 5 проектов, и мы устроим с вами челлендж донатов и волонтерской поддержки. Подумайте, какую сумму вы готовы задонатить подобным организациям в этом месяце, разделите ее на 5 и отправьте тем организациям, которые мы сегодня упомянем. Я сам каждый подобный выпуск буду распределять $100
этих долларов на 5 организаций, а вы отправляйте им сколько сможете. А если сможете, знакомьтесь с организаторами, узнавайте, какая волонтерская помощь нужна и как вы можете быть им полезны. Ваши знания, если вы действительно специалист в своей отрасли, порой могут быть гораздо важнее, чем деньги. Знайте, что большинство этих организаций держатся на энтузиазме их создателей и команд, которые обладают очень ограниченными ресурсами, но делают очень важные для нашей страны и для армянского мира дела. Итак, погнали. Первые 20 долларов мы отправляем в ВОМА. Вы все знаете ВОМА, это военная подготовка. Вова Вартанов давал нам интервью, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Պետության բոլոր գործառույթները, որ պիտի կատարեն, չեն կատարում, այն ինչ որ կապված է անվտանգության հետ, կամ կատարում են մասնակի, ինչքան իրենց հավեսը թույլ է տալի։ ВОМА – это тот случай, когда общественная инициатива превратилась в полноценно функционирующую организацию с филиалами по всей Армении. И это при том, что главная база ВОМА осталась в Карвачаре, который сейчас оккупирован Азербайджаном. К сожалению, важность ВОМА стала понятна для многих только во время и после войны. Напомню, что ВОМА на войне продемонстрировали свою эффективность в довольно серьезных точках. В частности, Кармиль-Шука, или Красный базар по-русски, остался за нами во многом благодаря ребятам из ВОМА, которые, несмотря на все эти технологии, беспилотники и так далее, смогли все грамотно организовать и защитить доверенную им землю. В итоге азербайджанцы осознали, что оттуда не прорвутся, и обошли Кармиль-Шука другим путем и добрались до Шуши. Сейчас ВОМА проводит подготовку как в Ереване, так и в Марзах. Подробную информацию вы можете получить как на странице Facebook, так и на официальном сайте. Все ссылки в описании. 20 долларов прямо сейчас отправляем ребятам из ВОМА. Перед тем, как перейдем ко второй организации, которой необходима ваша поддержка, еще раз попрошу вас подписаться на канал, потому что 70% аудитории смотрит канал без подписки, и это мешает алгоритмам правильно работать. Также, если вы считаете подобные видео важными для армянской реальности, не забудьте поставить лайк. Ну и если в этом видео мы не упомянули о какой-либо организации, которую вы считаете важной, прошу вас написать в комментариях, на кого нам стоит обратить внимание, для того, чтобы мы упомянули об этих организациях в следующих видео. Вторая организация, о которой мы сегодня поговорим, это Learning Mission. Эта инициатива была основана сразу после окончания Арцахской войны 2020 года и представляет собой образовательную некоммерческую организацию, занимающуюся предоставлением качественного английского и технического образования социально незащищенным слоям населения, включая ветеранов Арцахской войны. Learning Mission предоставляет ноутбуки для оптимизации удаленного обучения и выплачивает учащимся ежемесячную стипендию для покрытия расходов на интернет и позволяет им выделять время. После завершения пробного этапа и сдачи экзамена бенефициары начнут более углубленное обучение, призванное подготовить их к работе в сфере IT, а их стипендии будут увеличены. После того, как они завершат этот курс, Learning Mission выдаст им сертификат об окончании и поможет с трудоустройством в IT-компаниях. Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ միացաք մեզ այսօր։ Ես Ռուբեն Գարգալոյանն եմ, մենք հիմնադրել ենք Learning Mission բարեգործական կազմակերպությունը։ Ծրագրավորման խումբը ստեղծվել մեր ամերիկայի հայերն են, խումբ են ստեղծել հենց վիրավորտականներին աջակցելու համար, ծրագրավորմամբ ենք զբաղվում։ Առաջին անգամ եկանից տեսնելու ու հիմա են երբ գալիս տեսնելու իրենք են իրենց կփաստեն, որ ահա որ փոփոխություն ա եղել թե իմ հոգեբանական ապրումների մեջ, այսպես առավոտից իրիկն նստած են զուտ չգիտեն ինչ որ զբաղվեն, զուտ է դասերը մեզ փրկում է, մեզ օգնում է Почему я считаю эту инициативу важной? Во-первых, это тот случай, когда армяне диаспоры остались неравнодушными к произошедшему во время войны и корнем проблемы увидели образование. Месяц назад я встречался с инициаторами, мне рассказали о пройденном пути, и можно уже констатировать, что это одна из тех немногих инициатив, которая состоялась и уже показала определенные результаты, а именно трудоустройство наших героев, участвовавших в войне и получивших те или иные ранения. Для того, чтобы узнать о том, как вы можете помочь инициативе, кроме доната, свяжитесь с руководителем Learning Mission Рубеном Гаргалуяном. Организации нужны волонтеры, готовые делиться знаниями, преподавать, а также другие специалисты. Подробнее Рубен вам расскажет. 20 долларов идут в Learning Mission, потому что они действительно их заслужили своим трудом и неравнодушием.
Третья организация, которой я сегодня отправлю $20, это SASTIC – Strategic Armenian Science and Technology Investment Community. SASTIC – это такая организация, которая на профессиональном уровне отбирает интересные проекты, привлекает для них финансирование, а также вовлекает компетенции для достижения результатов в рамках этих проектов. Среди уже утвержденных проектов Центр исследований и развития искусственного интеллекта, воркшопы по аэромоделированию. Это, кстати, очень важно, потому что, как вы, наверное, знаете, специалистов по аэродинамике в Армении либо совсем нет, либо их очень не хватает. Кроме того, SASTIC поможет запуску курсов программирования в областях Армении, а также развитию 3D-печати в протезировании. Руководитель программы Армен Хачатрян очень уважаемый мной человек, который много лет проработал на международные компании на стыке науки и бизнеса. Сейчас он проживает в Кембридже, но серьезно занимается именно армянскими проблемами. Collaborate or die, այսինքն մենք պետք է կամ համագործակցենք կամ մահանանք։ Մեր ռեսուրսները ահավոր փոքր են, հետեւաբար մենք պետք է հնարավորինս չափ միասին աշխատելով, մեր ռեսուրսները միացնելով հասկանանք մաքսիմում ինչքան ոնց կարելի է օգուտ տալ երկրին։ Նախաձեռնությունը այդտեղից է սկսվել, միավորվել է սկզբի շրջանը մոտ 500 հոգի, բարձրագույն տեխնոլոգիաներում աշխատող ընկերներ, մասնագետներ, գիտնականներ, ինժեներներ, ամբողջ աշխարհում հարավային Կորեայից մինչև Կանադա, United States, այսինքն ամեն տեղից մարդիկ արձագանքեցին։ Сама структура организации очень грамотно устроена, так что все ваши донаты и любое ваше вовлечение будет эффективно в рамках реализуемых проектов. На сайте вы сможете узнать подробнее об инициативе, а на странице Facebook сможете найти актуальную информацию. $20 уходят в SASTIC, потому что это важно. Четвертая организация в нашем сегодняшнем списке — это Birthright Armenia. Ее, можно сказать, братская организация AVC, Armenian Volunteer Corps. Организация Birthright Armenia была основана в 2003 году Эдиль Ховнанян с верой в то, что каждый армянин по своему рождению имеет право не только на возможность увидеть Армению, но и на получение разностороннего опыта во время своего пребывания на родине. Для этого они предоставляют армянам возможность быть частью повседневной жизни в Армении и внести свой вклад в развитие страны через профессиональную деятельность в обучении и волонтерстве, чтобы они смогли сформировать первоначальные контакты, которые будут работать на протяжении жизни и приобрели новое чувство армянской идентичности. По сути, это для тех, кто хочет приехать в Армению, быть здесь полезным, приобрести друзей или, почему нет, будущих бизнес-партнеров или работодателей. Друзья, как вы, наверное, уже заметили, в Birthright Armenia нет возможности донатить. К сожалению, сейчас эту возможность оттуда убрали, и фонд действует полностью на деньги Эдиль Ховнанян и без возможности донатов. Я не стал убирать информацию об Birthright Armenia, потому что считаю очень важной эту деятельность, которой ребята занимаются, и действительно важно, чтобы наша диаспора тоже знала о тех возможностях, которые здесь есть, которые предоставляет Birthright Armenia, Armenian Volunteers Corps, программы стажировки, программы интеграции в армянское общество. Так что заходите на их сайт, если можете, участвуйте в качестве волонтеров. А те $20, которые должны были уйти в Birthright Armenia, мы отправим в благотворительный фонд Viva. Многие из вас прекрасно знают о деятельности фонда. Мы в дальнейшем сделаем более подробный рассказ о них. Очень важная для нас организация, которая была создана после Апрельской войны, которая очень активно работала с тех самых пор, в особенности во время последней нашей войны и после этого, когда нужно помогать уже восстанавливаться нашим героям, раненым и так далее. Поэтому $20 отправляются туда, и очень важно, чтобы вы также поддержали фонд своими деньгами. И если среди вас есть врачи, вы можете участвовать в тех программах, которые делает благотворительный фонд Viva в качестве врачей. Ну и, наконец, последняя на сегодня, но не последняя по значимости организация, которой я отправлю $20, это MEM. Марзери Ереханеля Марзерюм, если перевести «Дети регионов в регионах». Инициатива работает уже довольно давно и преследует сразу несколько наиважнейших целей. Первое. Сделать так, чтобы дети не хотели уезжать из своих сел и городов в Ереван или еще хуже в другие страны. Второе. Дать детям возможность взглянуть на современный мир вне рамок устоявшихся в их месте проживания стереотипов и осознать, что возможности развития и образования предоставляются в цифровом мире.
И с помощью интернета, работы онлайн можно остаться жить в своем селе или городе и развивать свой дом. Третье по списку, но, наверное, одно из наиважнейших – развивать горизонтальные коммуникации подрастающего поколения в Армении. Уже сейчас в рамках программы дети взаимодействуют из различных регионов Армении. Это единственная подобная программа, которая помогает детям, скажем, из Сюника полноценно коммуницировать, учиться и работать с детьми из Тавуши или Котайка. Четвертое. Уже сейчас вы можете помогать этим детям, давая им какие-то куски своей работы, задания, чтобы они могли развиваться, учиться и привыкать зарабатывать. Մեր առաջին այցի ժամանակ, երբ որ արտանիշցի երեխաներին տանում էինք նոյեմբերյան, երեխաների զարմանքը ու նաև հիացմունքը շատ խոսուն էր, որովհետև իրենք ունեն իրենց ասելով ծով այդ բնությանն են սովոր, բայց այն անտառաշատ, խոնավ, չգիտեմ, շատ հարուստ բնությունը իրենք 14-15 տարեկանում չէին տեսել ու այդ զարմանքը, սերը, հիացմունքը եւ առաջին անգամ էր եւ նաեւ աննախադեպ էր իրենց մոտ. Всю необходимую информацию можно получить у Маиса Маркаряна. Я когда-то давно в прошлой жизни делал про него и их команду выпуск в Драхтыке. С тех пор деятельность ребят разрослась на всю Армению. Я провел со Стеллой, с Маисом Гагом какое-то время, и практически вся наша коммуникация являлась для меня образовательной. Их отношение к вопросу было настолько глубоким, настолько долгосрочным, что я взглянул через призму Драхтыка на всю Армению совершенно другими глазами. Если вы хотите быть на связи с регионами, с подростками из регионов, обратите внимание на эту инициативу и поддерживайте ее как можете. Все ссылки опять же будут в описании. Итак, это были 5 общественных организаций, которые прямо сейчас, пока кто-то из вас не знает, кому помогать, заняты реальными делами и которым нужна постоянная поддержка в виде денежных ресурсов, а также ваших компетенций и знаний. Причем, когда я говорю компетенции и знания, я не имею в виду ваши политические предпочтения, знания истории или способность разорвать оппонента в комментариях своим остроумием. Я имею в виду реальные скиллы, навыки, которые вы можете продавать работодателю, а по совместительству можете вкладывать в общественное благо, тем самым двигая Армению и армянский мир вперед. Это видео челлендж, и если вы за то, чтобы этим организациям была максимальная поддержка, обязательно сделайте репост в нескольких ваших социальных сетях, отправьте вашим друзьям, армянам или друзьям Армении в личных сообщениях это видео, чтобы они тоже были в курсе, каким проектам можно помогать. Конечно, весь интернет завален пустыми скандальными видео, но в наших с вами силах сделать так, чтобы подобные видео набирали просмотры, а подобные организации получали поддержку со стороны ответственных армян. Сделайте репост данного видео с тегом Armenians Now и давайте менять реальность с поедания друг друга на реальные дела и взаимодействие друг с другом. О следующих 5 социальных инициативах, которым мы также отправим донаты, я расскажу тогда, когда это видео наберет хотя бы 30 тысяч просмотров. Так что давайте поработаем над этим, не великую Армению уже смотреть в конце концов. Жесткий вопрос, который Армения должна для себя решить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Анкара готова нормализировать отношения с Ереваном. Но готовы ли к этому народ Армении? Чтобы не пропустить следующее видео, не забудьте нажать на кнопку подписаться. Нас все еще 70% аудитории смотрит без подписки, что очень мешает развитию канала. Кстати, до 40 тысяч подписчиков нам не хватает еще каких-то 500 человек. Так что если вы не подписались, это очень важно для алгоритмов и продвижения канала. Обязательно подпишитесь. Желаю вам продуктивной недели. Увидимся уже очень скоро.